Windows XP – одна из любимых мною версий Windows вообще. Да и не только мне одному, а явно огромному количеству людей. Она неоднократно показывалась на моем канале в виде тогдашних различных экспериментов, обзоров и нынешних видео. Как уже всем известно, да и в некоторых роликах это рассказывалось, поддержка этой системы была прекращена 8 апреля 2014 года, но при этом редакция для банкоматов Windows XP Embedded по среде 2009, так скажем, жила до 9 апреля 2019. А в системах, начиная с Windows 98, есть такая возможность, как Windows Update, или же, говоря простым языком, система обновлений. Через этот сервис можно было проверять наличие новых патчей к системе, обновлений драйверов от производителей, да и вообще целых дополнений к сервис-пакам. Но различные дополнения можно было скачать и не только через Windows Update, но и с официального сайта Microsoft. Каждая версия системы имела свою версию сервиса Windows Update. А с выходом Windows Vista, Windows Update стал не каким-либо сайтом, а целой частью системы, которая находится в панели управления. После окончания поддержки какой-либо системы, соответствующая к ней версия сервиса Windows Update также становилась недоступной в течение короткого промежутка времени. Но в случае с Windows XP там было несколько по-другому. Windows Update для Windows XP работал даже и в 2016, и в 2017. Я даже сам это прекрасно помню, по приколу туда заходил. Но позже это все-таки закрыли, и теперь там просто перенаправление на сайт Microsoft. А в 2019 и 2020 году Microsoft таки вообще начала удалять все дополнения, установщики и старые программы, которые предназначались для старых версий Windows, со своего официального сайта. И внезапно неравнодушные люди с форумов MSFN, бета-архив и фанатских форумов продуктов Microsoft, так скажем, отреверсили сервис Windows Update, и таким образом выходит программа Legacy Update. Программа и целый сервис, который полностью повторяет оригинальный Windows Update разных лет. И как вы уже должны понять, я сегодня хочу это рассмотреть и, собственно, вам показать. Скачивается программа, естественно, с официального сайта, который, кстати, оформлен в стиле Windows Update из Windows XP. В левом меню будут ссылки на главную страницу сайта, страницу со списком всех существующих кодов ошибок Windows Update, статистика использования за 30 дней, различными справочными материалами и политикой конфиденциальности, если кому-то будет интересно. На главной странице есть кнопка скачивания и различные инструкции по настройке центра обновлений на Windows Vista и Windows 7 и им подобным серверным вариантам. Скачиваем и запускаем. Перед нами появляется установщик этой самой программы, и нам сразу же предлагают выбрать компоненты для установки. Но выбирать тут и нечего, 2 галочки из 3 так-то обязательные. Но самое классное это то, что в комплекте с программой можно обновить корневые сертификаты, чтобы с XP можно было комфортно сидеть в интернете и устранять ошибки подключения в браузерах. На данный момент мы это все проверяем на Windows XP. После установки нам не нужно перезагружать систему, и перед нами сразу открывается Internet Explorer с сервисом Legacy Update. Сейчас он проверяет наличие обновлений, и притом серьезно, без каких-либо шуток, он узнает наши установленные в системе обновления и проверяет язык нашей системы. Первая проверка всегда будет долгой, поэтому под прогресс-баром даже написано о том, что нужно подождать некоторое время. Забавный момент. Legacy Update настолько пародирует официальный сервис, что заставляет Internet Explorer думать, что якобы перед нами на данный момент надежный узел. После того, как эта первая проверка прошла, на сайте нас просят скачать кое-какое важное обновление. У нас, если что, здесь Windows XP SP3, и она здесь с 2008 года ни разу не обновлялась. Поэтому мы соглашаемся, и сейчас для нас скачивается Windows Genuine Advantage. Эта служба просто добавляет проверку подлинности Windows и ее программ, и для пользователей пиратских копий Windows XP подобная служба когда-то была лютым гемором. Если WGA каким-то образом просекает подделку, то тебе перекрывался доступ к сервисам Microsoft, и вдобавок к этому, при входе в систему тебе вообще нужно было каждый раз видеть окно с текстом о том, что сборка является неподлинной и, вероятно, вы стали жертвой мошенничества. Это окно нельзя было сразу закрыть. Как ни крути, тебе нужно было ждать 10 секунд и после чего самому нажать кнопку «Решу позже». И да, умельцы практически сразу эту проверку поломали.
Вернемся к обновлениям. После установки WJ производится еще одна проверка обновлений, и мы видим, что Legacy Update для нас уже подготовил список из более 140 обновлений. Но здесь не только какие-то обновления. Тут я нашел всяческие дополнения в виде Windows Search 4.0, Windows Live, и он зачем-то в виде онлайн-установщика размещен. Это как-то нелепо. Различные библиотеки в виде .NET Framework 4.0, Internet Explorer 8, Windows Media 11 и ранняя версия защитника Windows, Microsoft Security Essentials. Тут даже нашлось обновление к звуковой карте. Как уже можно заметить, название и описание обновлений здесь написаны на языке нашей установленной системы, то есть на русском. Не будем заострять на этом внимание и начнем ставить. Нажимаем на Review and Install Updates, подтверждаем свои намерения и все. Процесс пошел. Выбранные обновления действительно загружаются. И на этом моменте Даня задумался, откуда скачиваются эти самые обновления. Либо эти же люди сделали свой сервер, либо Microsoft закрыла свой сервис для этих систем не до конца. Но неважно. Это займет время, но перемотку никто не отменял. Когда все наши обновления будут установлены, нам обязательно нужно перезагрузить систему. После перезагрузки нас встречает окно с информацией об окончании поддержки системы в 2014 году. И это окно нам дает точно понять, что все выбранные нами обновления и дополнения в систему были успешно установлены. Кроме Windows XP и их подобных серверных вариантов, это можно установить и на Windows 2000. Но при установке Legacy Update на Windows 2000, кроме обновления корневых сертификатов, еще будет обновление Internet Explorer до 6 версии с перезагрузкой системы. После всего этого Legacy Update также работает, исправно устанавливается и обновляет вашу систему. В качестве итога я могу рассказать следующее. Видео как-то вышло слегка лайтово, но мы не об этом. В общем, Legacy Update будет очень полезным инструментом для старых ПК на основе Windows XP, юзерам которых лень искать обновления вручную или просто не хотят скачивать слегка устаревшие офлайн паки, так как для основной XP обновление было и в 2017, и в 2019 году. Кое-какими хаками с реестром можно было превратить XP формально в XP Embedded и с помощью этой же программы получать все обновления вплоть до окончания поддержки редакции в этом самом 2019 году. Современному пользователю это вряд ли нужно, но в итоге вы меня спросите, а зачем ты вообще это сейчас показал? Я отвечу на это очень скромно. Просто для того, чтобы вы знали о существовании этого интересного, так скажем, инструмента. Даже если Legacy Update внезапно перестанет существовать, то это не будет отменять того факта, что он когда-то был. Как-то вот так. А на этом все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать много интересного. Давайте вместе достигнем 50 тысяч подписчиков. Спасибо всем тем людям, кто поддержал канал, и огромное вам всем спасибо за просмотр. До новых встреч!